Вестерплатте. Бастион человеческой гордости. Именно здесь эмиссар Нургла решил провести свой эксперимент. Люди верили в сталь, но энтропия ускорила бег времени. Металл умирал, превращая надежду в ржавую пыль. Старый линкор стал алтарем бога гниения. Его залпы несли не тротил, а концентрированное разложение. Законы физики отступили перед древней энтропией. Гордый камень форта больше не крошился. Он разжижался. Бастион превращался в зловонную органическую массу, жадно затягивая обреченных солдат в свою бурлящую жижу. Чумные десантники Нургла не спешили. Смерть для них была процессом, а не мгновением. Героизм защитников гарнизона столкнулся с биологическим кошмаром, не имеющим аналогов в истории. Эти чудовища просто не замечали выпущенных в них пуль. Миазмы разложения добрались до окопов. Живая плоть стрелка начала послушно сползать с костей. Чумные десантники продолжали свой неотвратимый марш. Жалкое оружие не могло остановить их. Оголенные мышцы слепо сжимали гашетку, пока раскаленная сталь пулемета не начала плавиться. Сквозь мутные линзы храбрецы казались не врагами, а лишь угасающей биомассой. Смерть стала бы милосердием, но здесь нет. Вместо вечного покоя инфекция дарует раненым жуткое перерождение, натравливая их на своих живых братьев. Офицерская честь столкнулась с изначальным безумием. Благородная сталь лишь бессильно вязла в гниющей плоти. Рассудок майора отчаянно цеплялся за устав, пока сами стены форта пульсировали живым мясом. Эмиссар Нургла ступил на польскую землю, роняя из гниющей утробы хохочущих паразитов. И пока трехметровая туша отравляла бетон черной плесенью, эти твари превращали грозные зенитки в забавные игрушки. Приказы командования смолкли. Теперь из наушников радиопередатчиков течет черная жижа искажения, отравляя разум солдат. Армады Люфтваффе, оскверненные дыханием самой бездны Варпа, сбрасывали на землю ядовитые споры жуткой и искаженной новой жизни. Смертоносные споры падали, как первый снег. Сады Нургла прорастали прямо сквозь человеческую агонию. Любая стена рухнет. Хрупкая плоть с хрустом ломалась в ладонях гниения, а в глубокие темные тоннели уже медленно вливалась эта густая и бесконечно удушливая погибель. Человеческие фильтры были бесполезны. Солдаты вдыхали не просто газ, а саму разумную инфекцию. Мрачный оглушительный гонг великого эмиссара Нургла наконец поставил финальную точку в этой ужасной бойне. Эхо древнего колокола стирало саму реальность вокруг. Стальные каски и патроны таяли, становясь теперь лишь обычной пылью. Вестерплатте пал, став плодородной почвой. Великая посевная в Европе только началась. Триумф с привкусом тошноты. Даже союзники эмиссаров с ужасом осознавали цену своей победы.